Как вам этот дизайн интерьера? А что если я скажу, что он стоил намного дешевле, чем этот? В этом видео вы узнаете о том, как сделать качественный, красивый, а главное дешевый ремонт. И о том, какие лайфхаки помогут вам в этом. Приятного просмотра. Черновая подготовка помещения. Начинать ремонт всегда стоит с подготовки помещения. На этой стадии можно сэкономить очень много средств. Стоимость услуг по подготовке стен для черновых работ, а также по вывозу строительного мусора стоит очень много. Да и все эти задачи с легкостью можно сделать самостоятельно. Сдирание старых надоедливых обоев или демонтаж ненужных перегородок может стать отличным способом медитации, благодаря которому вы еще и сэкономите кругленькую сумму. К слову, существуют даже специальные квесты, на которых вы можете крушить все вокруг, и они пользуются большой популярностью как раз потому, что отлично помогают выплеснуть эмоции. После демонтажа мебели, старых обоев и других атрибутов бывшего интерьера идет стадия чернового ремонта, на котором также можно сэкономить. О том, как более грамотно это сделать во всех аспектах, вы узнаете дальше. Планировка. Но начинать любой ремонт, естественно, стоит именно с планировки. Что под этим подразумевается? То, что перед началом даже черновых работ нужно продумать размеры мебели, количество технических выводов для воды и электричества, как и куда будут открываться двери. В общем, полностью спланировать все в вашем доме. Например, нужно сразу понимать, где у вас будет стоять раковина на кухне, чтобы подготовить всю сантехнику, или сколько розеток будет в гостиной, чтобы потом не пользоваться удлинителями. На этой стадии сразу нужно продумать дизайн интерьера. Если у вас ограниченный бюджет, то не стоит выбирать, например, стиль хай-тек. Дело в том, что он подразумевает мебель со скрытой фурнитурой, что уже будет дороже классики. А если в вашей квартире или доме есть кирпичные стены, можно сильно не заморачиваться и сделать интерьер в стиле лофт, при котором все изъяны будут играть вам на руку. Также нужно понимать размещение мебели в помещении, ее габариты и то, как будут открываться двери. Например, непродуманный шкаф в комнате может мешать открытию дверей. Или если у вас небольшая туалетная комната, то открытие двери внутрь будет фатальной ошибкой, так как там и так мало места. Все эти пункты важно учитывать заранее, так как это позволит сразу исключить возможные переделки, которые еще больше сожрут ваш бюджет. Все эти важные аспекты за вас могут продумать дизайнеры или компании, которые будут делать ремонт в вашем помещении. А в случае, если вам потребуется возвести здание с нуля, вам поможет производственное объединение «Система». Компания уже давно на рынке и занимается строительством быстровозводимых модульных зданий под заказ и может исполнить любые ваши пожелания. Стоит также отметить низкую стоимость таких построек, как и сроки, за которые вам с нуля возведут новый красивый дом. Все дело в том, что компания использует свои собственные патенты и наработки. Подробнее о ПО-система вы можете узнать по ссылке в описании. Отделка стен. Начинать ремонт стоит с отделки стен. Дело в том, что черновая отделка стен по своей сути является одной из самых пыльных и грязных. Поэтому, чтобы не тратить время, силы и деньги на уборку, можно заняться ими в первую очередь. Если ремонт помещения идет с нуля, то вам потребуется сначала оштукатурить стены и уже после этого делать чистовую отделку. К слову, ее уже можно отложить на потом. Вариантом удешевления этих работ станет возведение каркаса, к которому после прикрепляются гипсокартонные или фанерные листы. Такой вариант намного проще и дешевле, особенно если вам нужна идеально ровная поверхность для дальнейшей отделки. Правда, он излишне съедает пространство, что не подойдет для маленьких квартир. Также нужно сразу продумать, какой материал использовать для отделки стен. Например, краска станет не лучшим вариантом, если вы не уверены, что ваши стены идеально ровные. Дело в том, что на покрытых краской стенах будут сразу заметны все неровности и изъяны. А чтобы подготовить поверхность под покраску, потребуется потратить очень большие деньги на стадии чернового ремонта. Более дешевым и легким вариантом в этом случае станут простые обои. На рынке существует огромное количество производителей, и некоторые из них предлагают варианты, которые можно будет самостоятельно покрасить. Такой вариант будет намного дешевле, чем если подготавливать идеально ровные стены под покраску, да и трудозатраты будут намного ниже, а дизайн при этом нисколько не пострадает. А если вы будете использовать дизайн типа лофт, то некоторые стены вам и вовсе не нужно будет обрабатывать. Например, кирпичную кладку не обязательно скрывать, достаточно просто немного ее обработать. А голые бетонные стены станут отличным дизайнерским решением, которое вовсе не потребует дополнительных затрат. Напольное покрытие. Следующим пунктом станет выбор напольного покрытия. Естественно, и на нем можно сэкономить. Например, не обязательно выбирать дорогую итальянскую плитку. Можно воспользоваться обычным ламинатом. При соблюдении всех технологий он ничуть не уступает более дорогим вариантам напольного покрытия. Еще один очень дешевый и достаточно стильный вариант для ремонта – использование ковролина.
Конечно, в нем есть и свои минусы. Например, на нем постоянно будет собираться пыль. Однако это очень приятный вариант отделки. Кстати, именно ковролин пользуется огромной популярностью среди всех напольных покрытий в Америке. Все потому, что такое покрытие очень приятное и заменяет напольные ковры. Да и ухаживать за ним достаточно просто. Если регулярно пылесосить пол, с ним все будет в порядке. А сделать бесшовное напольное покрытие с использованием ковролина проще простого. Стоит учитывать и то, какие материалы вы используете. Экономить нужно разумно, поэтому выбирать самые дешевые предложения на рынке не стоит. Чаще всего качество у них ужасное, и рано или поздно вам придется заменить испорченные полы. Также на этом моменте можно сэкономить на рабочих. Собирать ламинатный пол можно даже в одиночку, так как технология очень проста. С ковролином все еще проще. А вот при выборе плитки лучше обратиться к профессионалам, дабы не допустить ошибок, которые 100% у вас появятся. Потолок. Дальше стоит подумать над тем, какие потолки вы хотите сделать. Самым дешевым и простым вариантом будет установка натяжного потолка. Плюс в том, что это один из самых бюджетных вариантов сделать ровный потолок. А вариация материалов, их цвет и структура позволяют выбрать наиболее подходящий именно вам вариант. Натяжные потолки отлично подойдут не только для ровных прямоугольных помещений, но и для более интересных решений. Самостоятельно делать такой потолок не рекомендуем, так как испортить материал проще простого. Да и на рынке много мастеров, которые за достаточно низкую цену готовы сделать все под ключ. Вторым по списку идет подвесной потолок. Его установка будет уже дороже. Но это позволит вам сделать не просто ровный потолок, но и, например, многоуровневый. В таком варианте можно исполнить крутые дизайнерские решения со светом. Да и выглядит такой потолок очень интересно и достаточно дорого. Правда, возиться самим с возведением мы не советуем. Это дело очень физически трудное, хотя самостоятельно тоже можно справиться. Последним и самым худшим вариантом будет потолок с использованием обычной штукатурки. Добиться идеально ровной поверхности как трудно, так и дорого. Дело в том, что такая работа стоит дороже всего. Можно сделать такой потолок самостоятельно, что будет дешевле всех других вариантов. Правда, делать этого мы не рекомендуем, так как работа крайне трудная, а испортить весь результат проще простого. Мебель и техника. Выбирая новую мебель для вашей квартиры, вы наверняка заметили огромные цены на, казалось бы, базовые вещи. Производство даже самых обычных шкафов в наше время достаточно затратное дело, хотя материалы в дорогой и дешевой кухне могут вообще не отличаться. Поэтому, чтобы сэкономить, можно купить БУ мебель, хотя этот вариант не самый лучший. Куда разумнее будет воспользоваться одним лайфхаком. Нужно сделать замеры, например, вашей кухни, и решить, какую именно мебель вы хотите. В плане должно быть указано количество полочек, их размеры, толщина перегородок и другие технические нюансы. А дальше с этим планом следует идти напрямую на производство. Там вам за низкую цену сделают все нужные перегородки без всяких наценок. Дело в том, что даже типовая мебель из масс-маркетов производится как раз на таких фабриках, так что обратиться к ним напрямую – самый выгодный вариант. Дальше идет выбор фурнитуры. Даже за самые дешевые варианты фурнитуры в мебели под ключ придется переплачивать в разы, поэтому самостоятельный выбор фурнитуры – наш вариант. На этом этапе не стоит выбирать самые дешевые варианты. Стоит сразу подумать об удобстве использования мебели и приобрести что-то более подходящее. В последнюю очередь нужно думать о фасадах. Их можно также заказать под заказ напрямую из производства, что выйдет намного дешевле, чем если это делать через посредников. При таком подходе, например, на кухне можно сэкономить огромные деньги. Правда, стоит учитывать, что собирать все придется самому. Но и это плюс, ведь сборка мебели – это отдельная услуга, за которую также нужно платить. Ванная комната. Ванная комната часто становится местом необоснованных трат денежных средств. Все дело в том, что у многих есть установка, что и пол, и стены в обязательном порядке нужно сделать из плитки. Конечно, если ваш бюджет достаточно большой, то этот вариант отлично подойдет. Но сегодня мы говорим про бюджетные варианты ремонта. В ванной комнате ни в коем случае нельзя забывать про гидроизоляцию. На стадии черновых работ об этом обязательно нужно позаботиться. Дело в том, что если не сделать гидроизоляции, то даже дорогие материалы не спасут ваше помещение от грибка и плесени. И решить эту проблему сможет только еще один ремонт. Так что забывать об этом точно не стоит. Полы в ванных комнатах и санузле стоит делать такими, чтобы с них легко было убирать влагу. Ни в коем случае нельзя использовать паркет, ламинат и все, что может впитывать ее, так как в таком случае полы спустя полгода придут в отвратительное состояние. Если в вашем дизайн-проекте подразумевается пол, стилизованный под дерево, вы можете использовать плитку, а если с бюджетом совсем туго – линолеум. Такой материал очень неприхотлив и отлично защищен от влаги. К тому же его очень просто мыть. А если бюджет позволяет положить плитку, так и делайте. Этот вариант является самым надежным.
Стены ванны не обязательно делать из влагозащищенного гипсокартона или использовать плитку. На рынке много вариантов специальных панелей из ПВХ-пластика, которые отлично справляются со своей задачей и не пропускают влагу. К тому же такой вариант наиболее прост в установке, так что справится даже ребенок. Сантехника. Новая сантехника также стоит очень больших средств. Выход в бюджетном ремонте – вторичный рынок. На нем можно найти отличные варианты, например, ванны. В наше время чугунные ванны стоят больших денег, а старые советские отдают за бесценок. Достаточно просто ее восстановить, и сделать это можно своими руками. В интернете много специальных обучающих роликов, на которых четко показан процесс реставрации. Возможно, вы не сэкономите большие деньги, но вы точно получите более качественную ванну, чем если бы купили что-то новое. Во многих дизайн-проектах используются черные смесители. Это дорогой и зачастую плохой вариант. Дело в том, что это самая обычная сантехника, которую окрашивают в другой цвет. Под действием агрессивной среды краска со временем начинает облезать, и от вашего дизайнерского интерьера ничего не останется. В бюджетном ремонте такие ошибки недопустимы. Во-первых, вы переплатите за цвет при покупке, во-вторых, спустя полгода смеситель потребуется сменить, так как его внешний вид будет удручающим. Если ваш бюджет ограничен, куда лучше взять что-то классическое? Многие производители, проверенные временем, предлагают дешевые и красивые варианты смесителей обычного цвета. Еще один важный аспект, который стоит учесть в сантехнике – постараться исключить любые поворотные механизмы. Дело в том, что в месте, где, например, прикрепляется душевая лейка, часто начинает протекать вода. Выгоднее и надежнее будет установить стационарную душевую лейку, которую вы не сможете передвигать. В этом решении есть свои неудобства, но зато со временем у вас не будет протечек, из-за которых вам снова придется тратить деньги. Освещение розетки. Важным является вопрос выбора освещения. Во время ремонта этот аспект стоит продумать еще на стадии планирования. Например, если ваш бюджет не позволяет сделать идеально ровные стены, то не стоит покупать точечные светильники. Они очень сильно подчеркивают любые шероховатости стен. В случае, если все равно хотите использовать точечные светильники, вам отлично подойдет лофт-стиль, о котором мы рассказывали раньше. От больших люстр также стоит отказаться. Дело в том, что в настоящее время в квартирах и домах редко задумываются над большой высотой потолков. Из-за этого массивные люстры будут просто съедать пространство. Да и высокие люди могут их случайно задеть. Куда проще использовать что-то миниатюрное. На рынке давно представлены маленькие плоские светодиодные люстры, которые даже могут менять температуру цвета. А в некоторые модели даже встроены Bluetooth-колонки. Стоит такой вариант иногда даже меньше. А сэкономить вы сможете не только при покупке, но и при использовании, так как светодиоды тратят намного меньше электричества, чем обычные лампочки. По этой же причине можно использовать светодиодные ленты. С ними можно отлично подчеркивать интерьер. Не просто так дизайнеры постоянно используют их в своих интерьерах. Правда, стоит задуматься над качеством этих самых лент, ведь дешевые варианты спустя время могут перегореть, что опять излишне потратит ваш бюджет. Еще один момент, на котором можно отлично сэкономить – розетки и выключатели. Вариантов на рынке огромное количество, но самые дешевые – обычные белые варианты. Если вы хотите использовать выключатель другого цвета, не обязательно покупать сразу окрашенный в магазине, так как это будет стоить намного больше классических исполнений. Вы можете самостоятельно покрасить любой выключатель или розетку. И по качеству это будет не хуже дешевых вариантов, а сэкономить получится очень приличную сумму. В этом видео мы рассказали вам о том, как сделать бюджетный, качественный и стильный ремонт у вас дома. Спасибо за просмотр.